Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 21 января 2022 года. И на моем вышивально-развлекательном канале очередной выпуск. Сегодня, друзья, это широкомасштабные итоги ушедшего 2021 года. Согласно традиции, сложившейся на канале, первая часть видео будет посвящена вышивке, а вторая часть видео будет посвящена историческим экскурсам нашего любительского клуба. В течение видео я постараюсь вставлять тематические картинки, смена которых будет иметь звуковое сопровождение. Итак, друзья, прошедший вышивальный 2021 год начался у меня не со старта, а с финиша. И первой финишировавшей работой стала картина «Тайная вечеря» великого Леонардо да Винчи. Размер картины состоит 140 на 370 стежков. В работе использовался крест, полукрест, 1/4 крестика и бэкстич. Закончена она была 10 февраля, в скорости оформлена в багет и занимает теперь свое почетное место на стене нашего дома. Поражает картина наличием у каждого представленного персонажа своего характера и своего неповторимого выражения лица. 22 февраля благополучно стартовала и успешно финишировала 23 июня многоцветная работа. На ней изображен полюбившийся уже многим персонаж монах-винодел. Схема была разработана по картине художника Эрнста Новака. Размер схемы 320 на 400 стежков. Около 70 цветов было задействовано в работе. Вышивала я также крестиком 2 сложения нити на аиде 16 каунта. При работе над этой картиной впервые был использован станок. До этого я пользовалась исключительно пяльцами. А также впервые в моей вышивальной практике я применила электронную схему, то есть познакомилась с приложением Сага. Кстати, мой монах не одинок. У него появился брат от Людмилы Джуренко. Картина оформлена и также занимает свое место на стене, радуя нас излучаемой добротой, жизнелюбием и удовлетворением от полученного результата. 2 июля взяла свое начало прикладная вышивка, а завершена была уже 15 июля. Таким образом, я пополнила коллекцию вышитых рубашек. Сюжет называется «Ковбой». Крайне заинтересовал один из персонажей. Это бык, символ ушедшего года, которым успешно управляет ковбой. Рубашка, друзья, нещадно эксплуатируется мужем, чему я, конечно, бесконечно рада. И вот 17 июля 2021 года решительно взяла свое начало одна из любимец всей нашей семьи, картина известного итальянского художника Евгенио Эдуардо Зампиги «Любимая мелодия». Размер вышивки 576 на 420 стежков. Цветов в работе задействовано 200, из них 102 бленда. Вышиваю я, друзья, крестиком 2 сложения нити на аиде 18 каунта. В своих работах я использую ниточки ДМС по ключу. Кстати, участвуя в челлендже от Лилии Токарской «Набор моей мечты», я познакомила вас, друзья,
с еще одной картиной этого великого мастера Эдуарда Зампиги, которая называется «Ее первый урок». Сюжет данной картины мне очень близок. Рассматривая ее, в памяти всплывают те далекие, подзабытые со временем чувства, которые я испытывала, когда получала свой первый урок рукоделия от своей бабушки. Я словно чувствую тепло ее заботливых рук и слышу милый сердцу голос. По правде сказать, я обожаю все картины Эдуарда Зампиги, этого величайшего мастера. Они все, на мой взгляд, пропитаны нескончаемой любовью к человеку. А возвращаясь к любимой мелодии, напомню, что вышита уже практически 1/3 картины. И понятно, что процесс зашагал по наступившему 2022 году. Надеюсь, друзья, вы продолжите наблюдать за его продвижениями. 25 сентября 2021 года традиционно ворвались в мою вышивальную жизнь новогодние игрушки. Помимо основного процесса, до декабря месяца мне удалось пополнить коллекцию на 10 штук. Это комплекты. Один набор состоит из 4 винтажных кошечек. Это несравненная Сильва Вареску, привет от нее Ирине Дончиновой, кокетка Адель, ее хозяйка Розалинда и королевский шут. Другой комплект состоит из 4 рождественских персонажей: Морозко, Санта, волшебник и дух нынешних святок. Привет всем от Чарльза Диккенса. Также пополнилась коллекция 2 новинками. Это новогодний сюжет с детками и ожившая винтажная открытка с Сантой и девочкой с куклами. И теперь у меня коллекция насчитывает 75 штук. До наступления новогодних праздников мне удалось их оформить, и они заняли свои места на нашей новогодней елке. Еще, друзья, хочу напомнить о состоявшемся знакомстве с моими работами, вышитыми годами ранее. Это работы от Golden Kite. Большая картина «Мастер игрушек», 600 на 452 стежка, 184 цвета вошло в ее работу. Картина эта тронула меня невероятным потоком добрых чувств. В центре мы видим повелителя детских сердец. Мощный дедок с нежным детским сердцем. Он посвятил свою жизнь детским мечтам, вернее, их воплощением в реальность. Люблю смотреть на деток, на этих 2 благовоспитанных крошечных созданий. Войдя в помещение, мальчик, как и полагается джентльмену, снял шляпу. Мы видим ее у него в левой руке, да и волосы у него специфически примяты. Девочка младше своего брата и не может сдержать своих чувств, указывает пальчиком на понравившуюся ей огненно-рыжую лошадь. Если прислушаться, то можно услышать их восторженный шепот. Картина поменьше называется «Член семьи». 450 на 257 стежков. Также использовано было в работе около 200 цветов. Полюбилась картина своим милым сюжетом. За обеденным столом собралась вся семья. С гордостью посматривает на всех глава семьи, который от обедов собирается в путь.
Заботливо ухожены детки, светится улыбкой лицо бабушки. А центр вселенной этого дома – сама хозяйка. Мы видим, что все крутится вокруг нее. Даже собачка склонила свою голову ей на колени. Здесь абсолютно все окружены вниманием. Для любимицы лошади есть возможность заглядывать в дом, чтобы получить свою порцию вкусняшек. Вышивались картины крестиком в 2 сложения нити на аиде 18 каунта. В работах я использовала ниточки ДМС, вышивала на пяльцах по бумажным схемам. Картины также оформлены и излучают добрую энергетику, глядя на нас со стен нашего дома. А главное событие года, друзья, это, конечно, наше с вами знакомство, которое случилось благодаря открытию канала. Кстати, на момент съемок нас уже на канале 768 человек. Надеюсь, это не предел. Хочу поблагодарить всех блогеров, принявших дружеское участие в продвижении моего канала, смело упоминая начинающего блогера в своих видео. Также хочу поблагодарить в продвижении канала всех подписавшихся, всех поставивших лайки, дизлайки, а также нашедших в себе силы и вдохновение написать комментарии. Сколько теплых слов поддержки, друзья, добрых пожеланий, поздравлений с праздниками я получила от вас. Иной раз ваши комментарии комментарием не могу назвать. Это письма, да, дружеские письма. Колокольчик, как почтальон, оповещает, что пришла весточка. И я с легким трепетом, зажигая свечу, открываю конверт, жму на колокольчик. Ваши отзывы и впечатления, друзья, это невероятный источник вдохновения на создание следующих видео. За год было выпущено более 70 видео, около 100 часов эфирного времени. В создании первых видео принимал активное участие мой муж. Сережа, спасибо за поддержку, терпение и понимание. Я знаю, что в дороге ты всегда слушаешь исторические повествования. Сейчас же функции бессменного режиссера, редактора, цензора, модератора, сценариста, продюсера, монтажера, вышивальщицы, чтеца и непримиримого критика выполняю я. Для создания роликов было использовано несметное количество времени и кадров, многие из которых не вошли в видео. И все это, друзья, для осуществления наших путешествий. Так образовался наш клуб любителей средневековых экскурсов и загадок истории. Вместе мы совершили за год более 40 исторических походов. На протяжении всего времени компанию нам составляли разные исторические личности. Короли, папы римские, шарлатаны и предсказатели, рыцари, разбойники, пираты, шуты и многие другие. Неоднократно мы совершали морские путешествия, носились по морям на летучем голландце с разорванными парусами и разбитыми палубами, сея ужас на встречных судах. Довелось побывать и на пиратских кораблях в компании
самого Бальтазара Косса. Мы с вами вместе отследили его путь от пирата до папского престола. Кстати, мы даже выучили пиратские ругательства. Помните, когда я вас знакомила с оформленным сэмплерчиком пиратским? Говоря о пиратах, в памяти всплывает работа «Черная жемчужина», которую вышивает Настя, канал Анастасия Гаак. Ну, идем дальше. Также бороздили морские просторы мы и в компании Колумба. Помните? Не было в истории человечества более насыщенного легендами времени, чем эпоха великих географических открытий. Перед изумленным взором европейцев распахнулись новые, полные чудес пространства и миры. Стоило услышать новую легенду, как сотня смельчаков загружалась в корабли и, рискуя жизнью, направлялась в неведомое. Причем субсидировали эти дорогостоящие экспедиции отнюдь не сказочные короли, а банкиры и губернаторы, хорошо знавшие цену деньгам. Обследовав залив, куда впадает река Оренока, Колумб совершенно уверился, что открыл преддверие земного рая и доказывал это в своих писаниях. И в разгоряченном воображении конкистадоров среди непролазных болот и безлюдных пустынь всего лишь из слуха, присказки, предположения возвышался величественный, манящий образ Эльдорадо, в течение столетий принимавший на своем кровавом алтаре несчетные жертвы. Узнали о самом крупном в истории человечества выкупе. На Тихоокеанском побережье высадились закованные в железо бледнолицые бородатые люди, коварные и жестокие. Они казнили императора Атауальпу, носившего титул великого инки. Несмотря на то, что за свое освобождение он отдал в качестве выкупа столько золота, сколько не снилось ни одному европейскому монарху в истории человечества. В качестве выкупа за свою жизнь пленник испанцев предложил завалить полкомнаты, где его содержали, площадью 38 квадратных метров, золотыми предметами. Испанцы онемели от восторга. Восприняв их молчание за знак неодобрения, Атауальпа добавил: и высотою, докуда достанет его рука. В парадный зал дворца доставили свыше тонны золота, но эта безрассудная щедрость не спасла великого инку. Испанцы несли смерть и разорение. Они уже двинулись на столицу Куско. И тогда, по решению высших инских сановников и жрецов, начался массовый исход индейцев, мужчин и женщин, стариков и детей, в сельву. Никто так и никогда и не нашел ни ушедших, ни города-убежища, скрывшего оставшееся золото инков. Индейцы никак не могли взять в толк, почему пришельцы так жаждут заполучить эти блестящие безделушки, предназначенные лишь для украшения домов и святилищ. От холода они не спасают, голод не утоляют, удовольствия не доставляют.
Дверь в тайну Эльдорадо то приоткрывается, то вновь захлопывается. И каждый раз кажется, что это уже навсегда. Остается надеяться, что когда-нибудь человечеству удастся разгадать загадку, существует ли золотая страна или это только красивая легенда. Все эти приключения, друзья, мы прошли в выпуске «В поисках приключений». Затем приоткрыли загадки Орлеанской девы. Жанна д'Арк была обвинена в колдовстве и заживо сожжена в Руане. В день казни ей едва исполнилось 19 лет. А помните, как искренне взволновало нас знакомство с жизнью Жиля Дере, богатейшего человека, известного как «Синяя борода», маршал Франции, сподвижник Жанны д'Арк. А в одном из видео узнали, что Джордано Бруно сожгли за то, что он, не будучи ни астрономом, ни физиком, предположил и логически обосновал свое предположение о происхождении Вселенной и Земли в частности. Узнали о философском камне, приняли участие в поисках Святого Грааля. Также спутниками наших приключений были непобедимый эмир Тимур Великолепный, племенной вождь Чингисхан, храбрый разбойник Робин Гуд, английский король Ричард III, король Артур, пресвитер Иоанн, сам граф Дракула и гамельнский крысолов. Кстати, всегда его вспоминаю, когда Ирина Дончинова показывает работу «Кошки-мышки». Да, Ирочка, всегда вспоминаю гамельнского крысолова. А помните, друзья, как прониклись мы легендой о леди Годиве? Помните ее революционный метод борьбы против повышения налогов? Ее известная поездка на лошади из одного конца города в другой. Не обошли своим вниманием мы и тайную веру маранов. В XIV веке в Испании и Португалии возникло единственное в своем роде явление религиозной жизни – мараны. Так называли в этих странах евреев, которые официально, внешне, приняв христианство, как правило, насильно, продолжали тайно соблюдать заповеди иудаизма и еврейские законы. Довелось нам и прогуляться по осеннему лесу, а когда пришло время рождественских историй, то погрузиться в атмосферу старой доброй Англии нам помог сам Чарльз Диккенс, один из любимейших моих авторов. Что-то, друзья, мне этот выпуск начинает напоминать процесс просмотра старых, милых сердцу фотографий. Ну, идем дальше, да? Полномасштабное, так сказать, шествие по Средневековью наш клуб начал с виноградарских угодий, принадлежащих монашескому ордену. И привел нас туда местный монах-винодел, хранитель ключей от винных подвалов. Тот самый, о котором я упоминала в первой вышивальной части видео. Этот персонаж, добряк Бенедиктин, и создал контент канала. Вышивая его, меня заинтересовала тема монашества и виноделия. Затем уже Средневековье крепко захватило своими загадками. И вот уже и годовая. Все мы знаем, что алхимики, монахи и маги занимались составлением всевозможных зелий,
Однако не всем известно, что некоторые из волшебных напитков сегодня общедоступны и продаются под видом известных вин, ликеров и даже прозаического пива. Это не преувеличение. Рецепты многих крепких напитков действительно восходят к алхимикам и монашеским орденам Средневековья. Но, приготовляя, например, ликеры, они в первую очередь думали отнюдь не о вкусе, а о целебных качествах и воздействии на различные телесные сущности. Самые знаменитые ликеры мира – это Шартрез и Бенедиктин, основаны на композициях из лекарственных трав, рецепт которых хранится в секрете. Разумеется, вино было известно и ценилось задолго до того, как в Европе появились монастыри. Но после крупных нашествий варваров и невероятного упадка цивилизации именно церковь способствовала распространению виноградников. Христианство нуждалось в вине, потому что оно необходимо для литургии. Роль монашества в селекционной работе и в совершенствовании виноделия, справедливо пишет Кладиан, остается главенствующей до XVIII века. Поистине, монахи в буквальном смысле отцы виноградарства. А авторство шампанского как такового одна из легенд тоже приписывает монаху-бенедиктинцу, смотрителю винных подвалов. Говорят, произошло это, как и многие другие великие события, изменившие историю, совершенно случайно. Согласно одной из версий, монастырский винодел, открыв однажды одну из винных бутылок, был внезапно оглушен громким хлопком. Монах в скором времени понял, что это вино, не успев по каким-то причинам перебродить до разлива, с наступлением весны начало бродить заново в закупоренной бутылке и по этой причине заиграло. За этим открытием последовал целый ряд технологических усовершенствований. Благословим же этого усердного монаха. Тем более, что особый шарм этой истории придает тот факт, что, по утверждению некоторых историков, французский монах был слеп. Одним словом, все наши современные спиртные напитки пережили монастырский период в начале своего существования. Так вот, испив полную чашу информации касаемо вин и других спиртных напитков Средневековья, мы зашагали далее, переворачивая одну за другой страницы загадок истории. И следующая загадка Средневековья, которая нас ожидала в новом походе, это орден иезуитов. До создания ордена Общества Иисуса у церкви не было ничего подобного. Нет и теперь. Многие тайны хранит история ордена иезуитов, одного из самых одиозных католических орденов. Список преступлений, совершенных иезуитами и их шпионами, занял бы не один том. Например, во Франции они всячески разжигали войну между католиками и гугенотами. В Германии стараниями иезуитов не прекращалась 30-летняя война, разорившая страну и унесшая множество жизней. Однако утопить реформацию в крови им так и не удалось. Изощренные интриги, шпионаж, отравление, убийство, шантаж, подкупы и прочие весьма неблаговидные дела иезуитов в конце концов вызвали возмущение во многих странах.
Затем мы путешествовали по городам и странам, в которых свирепствовала инквизиция. Сотни тысяч обвиненных в колдовстве или связи с дьяволом были тогда отправлены на пытку или костер. Средневековая охота на ведьм сегодня продолжает смущать умы ученых и тех, кто интересуется историей. Изначально известная охота на ведьм длилась несколько столетий и унесла жизни по разным оценкам от 60 до 100 тысяч человек. Следующая страница истории открыла нам удивительный стиль архитектуры, готический. Готика – стиль, ставший визитной карточкой Средневековья. Франция стала родиной готики. Англия выбрала ее национальным стилем, постоянно возвращаясь к ее формам, преобразовывая их, но не забывая. Германии же, ее романтикам, досталась честь вернуть готическое искусство из тьмы забвения и открыть миру его красоту. У современного человека перехватывает дыхание от восхищения при взгляде на шедевры готики. А ведь едва ли какой-нибудь другой стиль искусства подвергался стольким нападкам и такой страшной критике, как готика. Здесь, друзья, хочется вспомнить легенду о воротах Нотр-Дам-де-Пари. Створки ворот собора Парижской Богоматери украшены замечательным узором из кованого железа со столь же удивительными железными замками. Выковать их было поручено некому кузнецу по имени Бескарне. Когда кузнец услышал, что ему нужно будет выковать фигурные замки и узоры для ворот самого красивого собора Парижа, то струхнул не на шутку. Решив, что ему никогда с этим не справиться, он попытался призвать на помощь дьявола. На следующий день, когда каноник Нотр-Дама пришел посмотреть на работу, он застал кузнеца без чувств. Но в кузнице взору его предстал настоящий шедевр. Фигурные замки, накладные кованые узоры, представлявшие собой ажурно переплетающиеся листья, словом, каноник остался доволен. Когда же отделка ворот была закончена, а замки врезаны, ворота невозможно было открыть. Пришлось окроплять их святой водой. Никто не знал, как они были сделаны. Бескарне оставался нем. Секрет был утерян с его смертью. В одном из путешествий мы с вами познакомились со средневековым бестиарием. Странные, страшные мистические создания населяли мир средневекового человека. Уродливые фигуры, сидящие на карнизах соборов, зловещие тени, прячущиеся в глубине церковных хоров. Готические химеры приобрели всемирную известность благодаря своим статуям. Затем, друзья, мы провели немало времени в компании алхимиков. На протяжении истории человечества два желания постоянно обуревали смертных: обрести бессмертие и получать золото в неограниченных количествах. Но как бы ни была химерно преследуемая алхимиками цель, своими опытами они принесли существенную пользу химии. Алхимики положили начало этой науке. В следующем видео, друзья, мы поговорили об исторических событиях,
происходивших более 800 лет назад, и попробовали приподнять покров над тайнами ордена тамплиеров. Основанный в 1118 году 9 рыцарями, орден тамплиеров спустя всего лишь полвека стал самой могущественной и богатой организацией в Европе. В пятницу 13-го 1307 года в один и тот же день и час по всей Франции был отдан приказ и подлежал незамедлительному исполнению. Несколько тысяч тамплиеров были арестованы. Орденские дома и замки отданы под надзор королевских властей. Вся недвижимость ордена конфискована. Орден тамплиеров, просуществовав почти 200 лет, был уничтожен, а его руководители во главе с Жаком де Моле после длительного судебного процесса сожжены на костре. Опасным было то политическое влияние, какое имели тамплиеры в Европе. Может быть, в перспективе они хотели создать некое орденское сверхгосударство, не знающее границ и национальных различий, выходящее за рамки обычных государств. Напоминает современный ЕС и МВФ. Все эти, а также многие другие обстоятельства вместе составили изумительную комбинацию, которой король Филипп Красивый просто не мог не воспользоваться. Великий магистр ордена Жак де Моле и приор Нормандии Жуфруа де Шарне были сожжены. Они стояли на кучах хвороста в бумажных колпаках еретиков напротив королевского дворца, из окна которого Филипп Красивый и дал сигнал палачу. Оба они, магистр и приор, отказались на суде от своих показаний, данных под пытками. Оба говорили о невинности своей и ордена. В последний момент над любопытствующей толпой сквозь пламя пронесся громовой голос великого магистра. «Папа Климент, рыцарь Гийом де Нагаре, король Филипп, не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий, и воздастся вам справедливая кара. Проклятие! Проклятие на ваш род до 13-го колена!» И вот через месяц от болезни в животе в ужасных судорогах умер Папа Римский. В ноябре того же года Филипп Красивый скончался от неизвестной болезни, а главный судья процесса Нагаре был казнен. Проклятие действовало. 4,5 столетия спустя, в годы Великой Французской революции, когда лезвие гильотины опустилось на шею Людовика XVI, какой-то человек прыгнул на эшафот, окунул руку в кровь мертвого монарха и показал ее толпе. Громко крикнул: «Жак де Моле, ты отмщен!» Несчастный Людовик был, кстати, 13-м потомком короля Филиппа IV. Следующий ролик унес нас в середину прошлого тысячелетия. Этот период, среди прочих грозных событий мировой истории, был ознаменован страшной пандемией черной смерти. Действительно, эффективно чуму научились лечить только в наши дни с развитием науки.
Впервые вакцину против этого страшного заболевания создал в начале XX века Владимир Аронович Хавкин, родившийся в 1860 году в городе Одессе. Также на страницах истории мы прикоснулись к легендам о Святом Граале, которые продолжают волновать воображение уже не первого поколения любителей тайн. Неясно, загадочная реликвия – один из самых интересных и легендарных символов, несущий в себе неслыханную мощь. В одном из своих путешествий мы заглянули в XIII век на юг Франции, где разразилась трагедия. Со школьной скамьи мы помним, что самым, пожалуй, мрачным институтом в системе средневековой католической церкви была так называемая Святая Инквизиция. Этой теме посвящено видео под названием «Ересь альбегойцев». Затем были таинственные суфии. Кто такие суфии и чем вообще они так интригуют внимание человечества, мы также рассмотрели в одном из видео. Затем познакомились с таинственными ассасинами. Это секретная организация с жесткой внутренней иерархией, дисциплиной и фанатичной преданностью своим лидерам. В результате своей деятельности и окружавшей ее мистической атмосферы организация приобрела огромное влияние. Так кто же они, ассасины? И этот вопрос, друзья, мы с вами с интересом рассмотрели в посвященные им видео. Неоднократно совершали прогулки в Ватикан к Папе Римскому. Знаете, занятно читать историю римских пап. Католические летописцы то прославляют великих понтификов, то объявляют их злодеями, слугами дьявола. Или вообще стараются доказать, что того или иного папы не существовало. От всего этого произошла изрядная путаница в папском списке. Предание гласит, что папский трон 2 года, 5 месяцев и 4 дня занимала женщина, вошедшая в историю как папесса Иоанна. Конечно, трудно представить на престоле Ватикана женщину. Католическая церковь того периода видела в женщине начало всех бед, причину первородного греха, ведь это она толкнула Адама к грехопадению. И вдруг женщина на святейшем престоле. Но наиболее яркая биография, безусловно, у того самого вычеркнутого из списков Иоанна. Его настоящее имя – Балтазар Косса. Впервые будущий глава католического мира прославился как один из самых смелых и удачливых пиратов Средиземноморья 80-х годов XIV столетия. А святое семейство или кровавые тайны рода Борджиа? Пожалуй, ни одна фамилия не оставила в сознании человечества такой след и не обросла столькими легендами, мифами, слухами и предположениями, как это. Ни историки, ни современники так и не поняли до конца, что представляли собой эти Борджиа, один представитель которых был папой и заставлял пресмыкаться пред собой даже государей. Другой казался настолько свирепым и опасным, что Людовика XII от одного его имени бросало в жар, как бросает в жар и теперь тех, кто читает повествования о совершенных им злодеяниях.
А имя третьей, их дочери-супруги-невестки, оно стало нарицательным для обозначения роковой женщины, сочетающей внешнее совершенство с изощренным коварством. Еще на страницах истории, друзья, мы познакомились с такой загадкой Средневековья, как пророки и прорицатели, представители мира, полного загадок и чудес. Это Хильдегарда из Бермерсгейме, чеширский пророк Роберт Никсон, матушка Шиптон, Майкл Шотландец, Василий Немчин, а также многие другие. И, конечно же, самый известный из них – Мишель Нострадамус. Итак, наши путешествия успешно продолжались из видео в видео. И я надеюсь, что мы дальше будем путешествовать и знакомиться с очередными увлекательными и манящими загадками истории. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Пишите комментарии, друзья, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, дизлайки. А на сегодня все. Пока-пока.